Гога – эктоморф. Блуд – мезоморф. Сарычев – эндоморф. Чужой – ксеноморф. В этом видео мы разберем типы телосложения человека. Правда это или вымысел, научно это или антинаучно, какие есть вообще классификации и что нам с этим делать в спорте. Просто сейчас много споров ходит насчет этой темы. Мол, никаких эктоморфов, мезоморфов там не существует, это все выдумки Шелдона, ну и так далее. Всем привет, друзья, давно не виделись, очень долго я не снимал видео, сразу извиняюсь, но меня настиг, ремонт. Я менял систему отопления, поставил себе электрокотел и у меня сгорела нахрен проводка. Пришлось стену разбирать, менять проводку, до хрена делов. Хорошо хоть успел сейчас. До зимы, да, у нас уже неделю минус 30 стоит. Сейчас бы без отопления охерел. Во время моего отсутствия выходило видео на Бусти, и в качестве извинений я сделаю 3 последних видео на Бусти бесплатными, в свободном доступе. После просмотра этого видео можете перейти на мою страничку на Бусти и посмотреть 3 последних выпуска. Там темы про супертренинг, как преодолевать отказ, потом про лучшие способы прогрессии нагрузок и вред и побочки от спортивного питания. Мое уважение. Итак, что же такое телосложение и соматотип человека? Это пропорции и особенности развития жировой, костной и мышечной ткани отдельно взятого человека, которая обусловлена генетически. Собственно, как должен расти и развиваться наш организм, записано у нас в ДНК, да, то есть все закодировано. С одной стороны, но с другой стороны люди могут меняться, тренироваться, сесть на диету, похудеть или наоборот набрать мышечную массу. И здесь как раз ходят споры, что, допустим, когда человек худой, он типа эктоморф, но он же может набрать мышечной массы, станет мезоморфом, да, или вдруг станет эндоморфом, то есть может ли вообще соматотип меняться. Тут нужно понимать, что соматотип человека это придуманная классификация, да, есть очень много различных теорий по Шелдону, по Хиткартеру. В первую очередь все это было разработано для именно исследований в области медицины, то есть сравнивали разные типы людей и у кого какая склонность есть к каким-либо заболеваниям. То есть в качестве спорта это дело вообще изначально не рассматривалось. Одна из первых классификаций была советская, думаю, вы слышали, астенический тип телосложения, он же равно эктоморфы, да, нормастенический и гиперстенический. Это классификация Чернорудского, разработана еще в 1925 году. Чернорудский был терапевт и использовал эту классификацию для различных медицинских исследований. Эта тема тогда широко разошлась, и по миру стали придумывать все новые и новые теории. Например, эта классификация рассматривалась и в учебниках Силуянова по оздоровительной физкультуре. Там приводятся в примеры исследования склонности различных типов телосложения к заболеваниям. То есть астеники, они же эктоморфы, более склонны к различным психосоматическим расстройствам, расстройствам нервной системы, также более подвержены туберкулезу и так далее. Быстрый обмен веществ, поэтому они худощавы, даже имея повышенный аппетит. Гиперстенический тип телосложения, они же эндоморфы, больше подвержены к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, ожирение, инфаркт, инсульт, все это, полный набор. Нормастеники, они же мезоморфы, да, отличаются предрасположенностью к заболеваниям верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, невралгия. Теперь переходим к самой известной классификации Шелдона. Была разработана в 1940 году. Собственно, почему сейчас идет такая большая критика в его сторону. И я думаю, вы часто видели комментарии такие, что это все выдумки Шелдона. Все эти эктоморфы, мезоморфы, на самом деле этого не существует и так далее. Антинаучный какой-то бред. По-моему, кто-то из блогеров просто пустил эту тему на самом деле, но до конца не разобрался. Собственно, Шелдон был психолог. И он проводил исследования в целях изучения влияния соматотипа, да, на поведение, да, то есть на какие-то психологические аспекты. Собственно, как проходило исследование? Он просто рассматривал 4000 фотографий голых, Жирных, усатых, потных мужиков с огромными яйцами. И сделал там какие-то выводы. Походу он был гачименом, да? В будущем его теории исследования подверглись критике, и было, собственно, выяснено, что тип телосложения на поведение-то особо не влияет, да? Именно поэтому его классификация была раскритикована, а не потому, что типов телосложения не существует, да? Но есть более продвинутая, да, более современная система, да, по Хиткартеру. Она отталкивается именно от шелдоновской. Там тоже именно эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы, но идет уже полноценное измерение по различным показателям, да. Собственно, по Хиткартеру нужно измерить
длину тела, массу тела, обхват плеча, обхват голени и диаметр дистального эпифиза плеча и бедра, толщину жировых складок. И потом по формулам и таблицам можно рассчитать свой тип телосложения, найти его на графике. Расчеты там довольно непростые, особенно если вы не знаете, что такое дистальный эпифиз бедра, например. Я провел исследование на себе, сделал все замеры и рассчитал свой тип телосложения по формулам. Нашел свою точку на графике. Это будет дополнительное видео на Boosty, оно уже доступно, так что по ссылочке в описании вы можете перейти и посмотреть его. Тоже довольно интересная тема. Собственно, теперь давайте ответим на самые главные вопросы, которые у всех возникают. Да? Вот часто споры идут на эту тему, что каждый же ведь может набрать или похудеть, и что у них будет меняться, тип телосложения, что ли. Дело в том, что у нас в организме есть то, что зависит строго генетически и под внешними факторами никак не может меняться. Но это, например, количество мышечных волокон. Общая форма тела, да, то есть толщина костей, длина сухожилий, форма ваших мышц. То есть, допустим, если у вас грудные прикреплены друг от друга далеко, как бы вы их там ни качали, они не съедутся, да. Единственное, что у вас в организме может меняться, это уровень гипертрофии мышечных волокон, то есть насколько они большие просто. Когда ты качаешь мышцы, они могут лишь увеличиваться, да, там в размере, но не меняют форму свою. Но вот изначально заложенная форма мышц, например, длинный бицепс не пиковый, как бы ты его ни качал, он не будет там коротким и пиковым. Второе, что может меняться в вашем организме, это уровень подкожного жира. Вот, собственно, и все. Все, на что вы можете повлиять. На уровень гипертрофии мышечных волокон и на уровень подкожного жира. Это определяет, конечно, в то, как вы выглядите, но тип телосложения не меняет. Вот, например, есть такой атлет, как Дэвид Лейт. На старых своих фотках смотришь на него, чистый эктоморф, да? Потом он поднабрал, раскачался, стал мезоморфом. Но нет, он остался эктоморфом. Это, в общем-то, видно по его пропорциям, то, как у него построены, расположены мышцы. Несмотря на мышечную массу, он все равно такой относительно долговязый, у него тонкий костяк, тонкие, скажем так, колени, допустим, ноги, в общем, относительно тела, запястья. То есть те места, где мышечной массы не набрать, они если изначально тонкие, то они тонкими останутся. То есть эктоморф может сесть на стероиды, может набрать мышечную массу, но эктоморфом он быть не перестанет. То же самое эндоморф может похудеть в ноль, да, стать рельефным и так далее, но все равно он будет такой широкий, да, то есть там супер какой-то тонкой осиной талии у него не получится добиться. Собственно, тип телосложения определяет еще в первую очередь предрасположенности к чему-то, да, то есть то, каким ты будешь без внешнего воздействия, то есть ты просто живешь, ты не занимаешься спортом, не тренируешься, не питаешься там направленно как-то, а вот, собственно, просто там поел, наелся, да, обычный режим дня, да. И вот в этом случае уже тип телосложения определяет, как ты будешь выглядеть, будешь ли ты толстым или худым, то есть тут есть предрасположенность, да, то есть эктоморф, он на обычном питании и без тренировок будет склонен к худобе. Эндоморф, наоборот, склонен к ожирению. Я и так худой, но когда я бросаю тренировки, я вообще там в дистрофию укатываюсь. Вот мой брат, например, если помните, он тут со мной тренировался, похудел с 82 до 68 килограмм, а потом уехал, забил на тренировки, забил на питание и набрал там до соточки. Поэтому, глядя на себя, на окружающих, на то, как люди питаются, тренируются, и все равно все имеют различное телосложение, да, и различные склонности, то можно сделать вывод в том, что типы телосложения все-таки существуют, и это никакая не выдумка. Это не значит, что вы не сможете никак поменяться, и вы заложник своего типа телосложения. То есть вы можете набрать мышечную массу, вы можете уменьшить уровень подкожного жира или наоборот увеличить. Просто каждый человек индивидуален, и у каждого будут свои склонности. И вот чтобы добиться своих целей, нужно знать эти склонности и попытаться их преодолеть. То есть если ты эктоморф, склонен к худобе, то тебе придется тренироваться на массу, питаться на массу, то есть следить за своим рационом и за здоровьем. У тебя гиперактивная нервная система, обмен веществ, нужно как-то себя там успокаивать. Поэтому поменьше стресса, я вот даже на успокоительных сидел и из-за этого начал набирать лишний вес даже. Надо эту тему тоже разобрать, да, там влияние ЦНС на набор массы, там лишний вес и так далее. Собственно, самые сильные жиросжигатели — это стимуляторы, которые сильно разгоняют ЦНС. Если ты мезоморф, да, среднячок, то тебе придется балансировать, опять же, усреднять свой рацион, чтобы лишнего не набрать. У эндоморфа при обычном питании уже, значит, есть, да, лишний вес, и ему нужно направить именно все усилия на то, чтобы похудеть.
резать калорийность, больше тренироваться. То есть более высокообъемный тренинг должен быть. И, собственно, выстраивать еще свой образ жизни так, чтобы ты больше двигался. Больше активности. Это эктоморфу можно малоподвижный образ жизни делать. Потому что я тут в деревне, пока там всю картошку выкопаю, тут все ремонты, постройки. Я тут и строитель, и электрик, и сантехник, да, а потом бух, встал на весы и мать, опять похудел. Но с другой стороны, ты никак не сможешь поменять, допустим, костяк, если у тебя тонкие кости в ногах, там, хрупкие суставы, то там пауэрлифтером ты не станешь, там 300 килограмм ты не присядешь, ни при каких обстоятельствах, но зато сможешь стать гимнастом, да, там херачить передний вис, потому что ноги-то легкие. Поэтому у каждого типа телосложения есть свои плюсы и минусы, и под каждый тип телосложения есть различные виды спорта, где этот тип телосложения имеет свои преимущества. Так что, короче, главный вывод: познай себя, используй свои сильные стороны, да? Даже если тебе кажется, что это твои слабости. Ну и, друзья, не забывайте, что 3 последних выпуска на Boosty теперь бесплатно. Теперь вы, когда вы посмотрели видео, переходите туда. Также в дополнение там будет видео про то, как рассчитать свой тип телосложения. И увидимся в следующем выпуске. Теперь-то мне уже ничего не надо ремонтировать тут. Ну пока. I'll be back.